Для тех, кто в первый раз, Ирина делает ремонт в своем доме. И начала она с чердака, ведь тут она и живет. Но это не простая стройка. Всю мебель и ремонт она делает своими руками. В прошлых выпусках она уже постелила пол, сделала кровать из слэба и тумбу под телевизор. А сейчас самое время сделать читальный уголок у окна. Привет! Я продолжаю переделывать свой чердак. Пора заняться мне вот этой зоной, пока она выглядит совсем не похожа на рендер. Должно быть вот так. В этой зоне у меня будет два стола. Один будет широкий, в него я буду встраивать MagSafe. И будет еще второй столик поменьше. А пока из готового здесь только кресло. Что, не буду терять ни минуты, я побежала. Работать. Начну я с самого сложного и трудоемкого. Это зашитие этой зоны деревянными панелями. Я их купила уже готовые, сэкономила немножко время. Налепехивать будем. Пойдем их поднимем. Пока листы сгрузили в подсобном помещении, нужно будет их сейчас перенести. И самое тяжелое — поднять их ко мне на чердак. Это только начало. Всегда мечтал стать оператором. В первую очередь мне мешается выступ от подоконника. Плита должна быть вровень со стеной, и он стрёмный. Такие листы называются столярной плитой. Сейчас мы пытаемся подобрать рисунок, чтобы он был более прямой, простой. Обшивать я буду первой эту стенку, а уже скосы будут подходить внахлёст. И как мне одно это все примерить? Я думала, от этого окна света нет. Оказывается, так темно без него. Вот этот скворечник. Всю поверхность я сейчас пропылесосила, смахнула лишнюю пыль. Буду наносить жидкие гвозди, любые вообще. Ему уже не поможешь, он распухает. Я отъезжаю. Блин, мне во что упереться. Я не пойду за СД с дрелью. Теперь главное, чтобы дюбель не выпал. После пандемии большинство людей задумалось о смене деятельности. Некоторые профессии перестали казаться стабильными, и многое ушло в онлайн, как и обучение. Если хотите обучиться новой профессии с нуля и повысить свой уровень знаний, то у меня для вас есть предложение. Это образовательная экосистема Geekbrains. Одно из ее направлений – это факультет дизайна жилых интерьеров. Здесь вас научат основам рисунка и композиции, работе в Archicad и 3D Max и всему, что понадобится будущему дизайнеру интерьеров. Факультет насыщен как базовыми уроками, так и практическими занятиями. За период обучения студент реализует не менее 4 проектов в свое будущее портфолио, а по окончании обучения Geekbrains гарантирует студенту трудоустройство со 100% гарантией. Прикиньте, специально для наших подписчиков открывается доступ со скидкой 45% по моему личному промокоду на факультеты и курсы по дизайну, а также бесплатным вебинаром для начала карьеры и к закрытым мероприятиям. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и получай новые знания. У меня не входит плита, там все сикось-накось, и приходится кусочек построгать, и как-то поплотнее плиты подставить друг другу.
коленками что-то страшное творится. Основная масса готова. Тут отдохну пока. Плиты на месте. Осталось куча доработок. Самое тяжелое позади, это радует. В Калининградской области во время съемок было минус 25 градусов. Поэтому Вова каждое утро вставал в 6 утра и топил печку, чтобы Ирина смогла работать в теплой мастерской. В этой зоне у меня будет 2 стола. Один будет широкий. В него я буду встраивать MagSafe. И будет еще второй столик поменьше. Он у меня будет стоять поближе к креслу. Лестницу я сделаю из щитов. Как я делаю заготовки, вы уже видели много раз. Чтобы сэкономить свое время и силы, я решила воспользоваться ЧПУ, чтобы не вырезать все вручную, а за час буквально сделать 2 столешницы из моих щитов. Холодно, с ума сойти, Вова. Ханя, тебе не холодно? Попа мерзнет. У меня остался вот такой кусок дубового щита, и сейчас я из него буду вырезать пробки, чтобы заткнуть те отверстия, которые сейчас у меня остались после засверливания и саморезов. Вот это пробочник. Работает он только в сверлильном станке на маленьких оборотах. Но сейчас обороты будут высокие, потому что здесь они не регулируются. Я как драгдилер с пакетиками. Так, 36 гранул кошачьего наполнителя нарезан. Пошли в тепло. Недалеко осталось. Уважаемые друзья, мы в погоне за теплом. Дальше все очень просто. У меня грязный опил вокруг окна древесины. Сейчас я буду проходить на чистовую вот такой фрезой. Вот у нее подшипник. В него будет упираться само окно. И как раз вровень будет сниматься деревянная кромка. Со стружкой отсоса проблемы. Ну, кто-то струганул мне на лицо немножечко. Осталось совсем немножечко доработать панели. Так как внутри щиты из сосны, это будет все закрываться вот такой кромкой. Буду клеить с помощью контактного клея. Я наношу клей сначала на торец, потом на кромку. Пальцем, если мы касаемся и он больше не липнет, значит уже можно продолжать с ним работу. Я беру и наклеиваю прям кромку и максимально сильно пытаюсь ее притереть к основанию. Ира, ляг элегантно. Бах, мешок с картошкой. Для ножек я сделала вот такие заготовки. Склеены они из 2 частей. Сейчас мне нужно обрезать с одной стороны, поставить упор и сделать длину 27 сантиметров. Так, обрезки можно стопить. И так очень холодно. Для жару можно еще пилок добавить. Они могут взорваться, если будет очень много. Станок у меня для начинающих очень слабенький, но мне его хватает.
полный пупок опилок. Я не знаю, как они вообще пролетают. Неприятное ощущение. Осталось скруглить конец ножки. Я сейчас размечу 3 сантиметра от края. И дальше я буду плавно скруглять до моей метки. Ну, ножка готова. Ножки у широкого стола крепиться будут на такие соединительные муфты. У них резьба и внутри, и снаружи. Внутрь будет заходить шпилька. Сначала я буду делать отверстие. Теперь меняю сверло на зенкер, чтобы завальцевать кромку у отверстия. Чтобы шляпка от муфты не выпирала, а была заподлицо с поверхностью. А в них уже будет входить шпилька, и то же самое будет в ножке. Они будут скручиваться между собой. Настало время распаковать MagSafe. Слышите мой голос? Меня мучают. Отпустите меня, пожалуйста. У нас было несколько путей, как монтировать MagSafe в стол. Была первая версия просверлить изнутри паз и подложить его снизу. Но MagSafe начинает работать только при толщине 2 мм максимальной между им и телефоном. Я побоялась так мало оставлять на верхней столешнице, поэтому пойдем другим методом. Будем монтировать его сверху. Я сейчас просверлю центр для коронки, дальше сделаю небольшое углубление, выберу фрезером. И уже в это углубление мы будем класть MagSafe, на который сверху я наклею кусочек шпона. Меня Вова еле уговорил выбрать посветлее тон масла на стену. Когда вы подбираете цвет, то на стене он будет смотреться темнее, один и тот же цвет, чем на полу. Поэтому здесь будет масло более светлое. Сейчас я вообще покрою все прозрачным, а дальше уже будем смотреть, насколько он будет отличаться от пола, и уже постараюсь подогнать. Подстолье у маленького журнального стола будет лежать на основании, состоящем из 3 частей. Сейчас во всех деталях мне нужно будет сделать выборку вот такой формы. Для этого я выставляю пильный диск в 30 градусов, чтобы выбирала пила ровно половину от заготовки. К нему будут крепиться ножки. Чтобы отверстия совпали, нанесу разметку и уже относительно нее буду делать отверстия. Первым будет склеиваться треугольник, на котором лежит столешница. Потом уже буду к нему приклеивать ножки. Так, клей подсхватился. Теперь я буду приклеивать ножки. Все на мази, Вова, без паники. У меня сел голос. И почти прошла ангина. Вот как прошли наши съемки. Это любимое мое масло. Оно не меняет цвет дерева. И прекрасный тон остается у ясеня. Вообще он не такой. Ковер не тот. У нас какой-то бабушкин ковер. Должен быть вот такой ковер. Я немножко расстроилась. What the fuck? Вообще какие-то цвета у него очень странные. Мне пришло в голову отличное решение, чтобы убрать всю эту пестроту, перевернуть ковер наизнанку. Так он смотрится намного лучше. Светильник называется Скуруб. Я знаю, как это правильно читается.
Максимом у нас было несколько вариантов. Оставить его в своем естественном белом цвете, либо покрыть сверху шпоном. Напишите в комментариях, какой вариант вам больше нравится, покрытый шпоном или белый, такой, какой он и был. Вы вообще помните самый первый ролик? Какой тут трэш был, и мне даже не верится, что из того, что было, можно сделать такую красоту. Каждый раз, когда я поднимаюсь по лестнице, открываю дверь, меня со свежим взглядом эти эмоции заново накрывают, и это, мне кажется, очень классно. Я вам покажу, что здесь сейчас находится, и вообще в каком состоянии у меня переделка, ремонт. Помимо новой готовой зоны, есть еще совсем необорудованный уголок, в котором у меня будет здесь. Вова называет это покрасочный. Ну и моя любимая кровать. Я обожаю здесь спать с шикарным видом, который меняется вообще абсолютно каждый день. Ну и давайте обойдем колонну и посмотрим с другой стороны. Вова, привет. Мне нужно еще пересадить пальму. У нее вылазят корни, она очень быстро высыхает. Сложно найти такой большой горшок. Тумбу, которую вы все видели. И еще такое кресло у нас появилось. Было так мало места, стало много пространства. Самое сложное будет, наверное, перекрасить стены и перешлифовать балки. Всем, кому понравилось это видео, мы ставим лайки, подписываемся обязательно на канал. И все, пока!